Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге. И в данном уровне управления я хотел бы рассмотреть уже структуру действия Бога, когда Бог практически реализует, собственно говоря, свое действие, которое ощутимо, личностью человека. Поэтому тема это будет создание пространства вечности и времени вечного развития. То есть в данном случае я бы хотел показать действие человека, например, и действие Бога в условиях, например, в том числе уровня управления событиями. Это действие часто одновременное, поэтому здесь необходимо рассмотреть, например, спектр создания пространства как действие все-таки одновременное в первом уровне управления. В связи с этим, как в любом одновременном действии, нужно увидеть, каким образом ставить задачи управления в данном случае. Что есть действие управления, когда управление уже реализовано. У Бога же управление реализовано перед тем, как он начинает действовать. То есть для Бога принцип управления, он такой, что он все время работает с реализованной системой, и поэтому для него действие это просто расширение и развитие его личности. То есть фактически, чтобы создавать пространство вечности, вечное пространство, необходимо, чтобы действие одновременно означало развитие личности в структуру управления, в эту сферу деятельности, фактически. А это значит, надо уметь рассмотреть структуру всей внешней информации, то есть понять сферу деятельности, постараться учесть какие-то тонкости данной сферы и с учетом уже совокупной информации вернуться к начальному действию. То есть выглядит это оптически так, что человек, который так работает, он смотрит сначала на отдаленную информацию, что происходит в области следующих событий, и, видя, что там происходит, действует здесь. Так как для Бога это одновременное действие, человек же должен фактически создавать логическую причинно-следственную картину действия, поэтому рассмотрение именно дальнейших действий это и есть создание времени действия как такового. То есть время воспринимается и как локальная величина, и так же, как и величина, конечно, глобальная. Поэтому время вечного развития подразумевается как некое специфическое время, это время вечности, например. То есть само время имеет характеристику вечности, но это для логического восприятия многообразное понятие. И поэтому мы здесь рассматриваем время просто вечного развития, как таковую, текущую координату времени в том числе. И если мы рассмотрим свойства времени в структуре вечного развития, то получается, что время, так же как и структура пространства, а также как подструктура пространства, при вечном развитии постепенно вытесняется в структуру нашего текущего состояния. То есть если мы смотрим на бесконечно удаленные события, или очень далекие даже, например, много миллиардов лет вперед, то за счет того, что функция просмотра в текущем времени начинает анализировать большое количество событий, воспринимать, то время вытесняется в точку действия. То есть так же, как у Бога, время существует только в том уровне, в котором действие произошло, получается. А дальше Бог уже действует вне времени, потому что событий очень много. То есть масса событий измеряется уже событием как таковым, без времени. И когда мы начинаем строить именно вторую часть данного управления, это время вечного развития, то мы должны линию времени вытянуть искусственно, получается, за счет собственного интеллекта, восприятия. Например, для человека время достаточно часто условная величина. То есть один человек, если он где-то отдыхает, может воспринимать время в одном уровне управления. Если он много работает, значит, в другом, он может его концентрировать, стараться успевать делать больше событий в это время и так далее. То есть он старается детализировать время по личностному плану. Так вот, управление временем в этой координате, это тоже опять личностная характеристика. Значит, и в том и в другом случае мы имеем дело с проявлением личности, где есть действие души, духа, сознания, физического тела. И чтобы тело сделать вечным, так как душа вечна, мы должны в данном случае разделить функцию управления на уровень сопоставления соответствующих величин в этом мире, то есть каких-то объектов информации. То есть определив, например, структуры развития души и пространства, просто взять такую логическую модель. Именно, кстати, не время, а пространство. А структуры развития и вечной жизни, так скажем, физического тела взять все-таки время, координату времени, хотя это динамическая величина, и проще, казалось бы,
взять и сделать наоборот, душу распространить на уровень времени. Но на самом деле в этом и есть основная характеристика управления в данном аспекте именно вечности жизни. Потому что как только мы начинаем делать структуру времени, соотносимые с физическим телом, то получается управляющим уровнем над временем становится физическое тело. То, что нам как раз и нужно. Да? Нам же нужно вечное развитие, чтобы было достоверным в процессе действия, да, точным и так далее. Достоверным, значит, мы должны координатные системы правильно именно определять. То есть, что есть вечное развитие для человека в текущем времени. То, что он должен там что-то успевать сделать, или там просто он может отдыхать, да, ничего, например, не делать, или он что-то делает очень интенсивно, так же, как по аналогии с тем, как я сказал, что личностная именно характеристика времени, то здесь мы видим, что время начинает как бы обобщаться, несколько как бы даже распыляться, как только мы возвращаемся в предшествующую временную координату. Ну вот я вернулся к более ранее сказанному уровню управления, и начинается рассеивание. То есть время воспроизводится потому, что мы реагируем на свое прошлое. И, ну, даже пусть оно будет там, всего там, минуту назад, да, реализовано в виде слов, предположим. Тогда получается, что, исходя из этого, мы видим некие колебания времени. То есть вот, ну, что ли, в субстрате действия, так как человек логически время как бы придумывает, да, то вот выделить реальную координату, которая не зависит от логики процесса. То есть время как таковое, например, да, войдя в структуру, например, ну, такого понятия жизни, что слово определяет и реальность в том числе, то мы можем выделить в информации субстрат времени как таковой. То есть есть понятие информации, мы говорим, есть такое понятие, как время. Ну, что оно означает? Ну, вот есть смена там, времен года и так далее. Какие-то события мы привязываем ко времени, берем и как бы делаем это логически. Если есть планета, где, например, другие условия, значит по-другому. Если такая задача где-то не стоит, да, например, ну, человек не должен привязывать свои события ко времени. Он может не пользоваться таким явлением, да, как время. Он может только взаимодействовать и ощущать, что он там видоизменяется, ну, как бы не он лично, может быть, а структура там ткани и так далее, и считать, что это связано со временем, например, да, то есть это как бы больше логический постулат вот в логике социальных процессов получается, как бы в общем, что ли, контексте. Но мы как раз хотим выделить истинное время в самой информации, то есть есть понятие времени в информации, и мы хотим из этого субстрата выделить, что есть время как таковое с точки зрения Бога. Вот Бог ввел такую координату, и, например, люди называли это временем. Да? Изначально же Бог назвал временем, он же должен как-то определить систему передачи знаний. То есть, ну, если исходить из того, что в этом мире любое понятие связано с тем, что сначала это делает Бог, то получается, что изначально время как таковое существовало все-таки, да? Ну, например, там, другая версия событий. То есть существует субстрат именно времени в понятии управления. С одной стороны логика, с другой стороны время как таковое, которое, как бы взаимодействуя, как некая материя, да, например, системы событий, влияет на события. То есть мы говорим так, что даже если человек на какой-то независимой там, территории, ну, например, там некая планета, да, и там туда прилетает один человек, ему не нужно связывать свои события со временем взаимодействия, да, например, там, с другими людьми. Вот здесь принципиальный, кстати, вопрос. Если он не взаимодействует, он только там один, но все равно он взаимодействует там, в телепатии, духовно и так далее, на любом расстоянии, там расстояние не имеет значения. Но вот именно если он не привязывает события, то логический постулат времени расширяется. То есть у него больше становится во времени логики, он как бы отрывается от задачи часто временных действий, как таковых, связанных, например, там, с встречей, да, с другими людьми. Но как только появляется человек, или там даже в телепатии, то время резко сокращается. И поэтому вот, при встрече, например, с воскрешенными уже людьми происходит эффект резкого сокращения времени, потому что это вообще иной уровень реальности, где стоит структура вечного развития за первым уровнем воскрешения. Поэтому время часто именно сокращается настолько, что начинает влиять на пространство. И вот здесь происходят именно элементы смещения, связанные с тем, что происходит, ну, там, либо короткие встречи, либо как-то на удалении. А вот уровень, например, прямой встречи в физическом пространстве — это управление
структуры именно сокращающегося времени. То есть, когда время сокращается, и надо успеть в это время зафиксировать и остановить эту реальность. Да? То есть, получается, что структура вечного пространства – это есть некий наплыв реальности в структуре времени. Если это рассмотреть в виде некой модели там, оптической, напоминает некую даже такую систему по типу кометы, скажем, да, что внешняя оболочка пространства информации – это есть информация и пространство времени, а внутреннее – это само пространство, которое как бы наплывает в структуре времени. И, кстати говоря, чтобы комета реальная, физическая, не попала на Землю, достаточно изменить маленький очень спектр временного интервала в первом фронте движения этой материи. И, как правило, когда достаточно далеко двигается комета, то здесь, в принципе, время начинает выглядеть как материя. И в оптическом диапазоне мы видим как будто бы вещество, на самом деле это структура выявленного времени. То есть в материальном уровне она начинает превращаться с момента фиксации этой величины, входит в структуру коллективного сознания, видоизменяется. То есть внешний объект видоизменяется. Вот первое, в общем-то, оно даже во многом основное свойство пространства вечного развития, пространства вечности. Что объект видоизменяется при взаимодействии с ним. И видоизменяется уже более отчетливо, чем в общую систему, что ли, в логическом восприятии. Да, мы считаем, что от взаимодействия количество событий прибавляется, какие-то функции объекта увеличиваются, любого, но в данном случае мы можем видеть это уже материально, на уровне физической реальности. И таким образом мы можем совершенно четко увидеть следующую линию управления, что из будущего, именно бесконечного вечного будущего, где человек вечный, он развивается вечно, а такое будущее есть у всего человечества, у каждого, кстати, отдельного человека. Значит, получается, что сигналы, которые приходят сюда, вот именно в уровне неких конструкций управления, это часто сигналы, связанные именно с вечным развитием, которые в будущем есть, с определенной планки. Многие уже сейчас достигают такого состояния, и они уже находятся в этой информации. А кто-то, например, считает, что это там где-то вдалеке. Тогда получается, что если он так считает, к нему из будущего приходит сигнал, а вот возникает вероятностная линия поведения. Многовероятностная, да? То есть будущее становится более подвижной величиной. И вход в управление осуществляется через подвижные координаты каких-то будущих процессов. В то время как тот управленец, кто уже стоит в этой информации, у него будущее достаточно четко, часто однозначно определено. Именно в позитивном, причем, уровне управления, как бы реальности даже. И получается, что здесь достаточно часто предпринимать меры, которые заранее можно предпринять. То есть за какие-то дни, да, месяц, полтора, два и так далее. То есть видны те события, которые можно всегда видоизменить за какой-то определенный срок. У такого управленца очень четко видны параметры взаимодействия время-пространства. Он линию действия делает вечной, и все. Вот этот отрезок времени, отрезок пространства он делает вечным уровнем, тогда получается следующее событие, естественно, можно сместить. По крайней мере, улучшить. Настолько, насколько оно становится приемлемым, например, для дальнейшего развития. То есть не все же события нужно обязательно полностью реструктурировать в самую лучшую сторону. Бывает, что событие, даже если оно как бы отчасти негативно, или даже если оно негативно, например, да, то можно просто-навсего на общем фоне управления уменьшить структуру, например, если оно очень негативно, хотя бы сделать его не очень негативным, по крайней мере, чтобы событие не радикально влияло на линию развития человека. Значит, а если есть время, то, такое обычное физическое время, то можно вообще реструктурировать события, да, отрицательно. Просто человек сам выбирает, но, по крайней мере, какие-то слишком уж проблемные события он должен всегда уметь реструктурировать. В структуре вечного развития человек должен даже локальные события, по возможности в первом уровне развития вечности, такие, которые даже, может быть, не очень проблемно, уметь регулировать на расстоянии, да, скажем, заранее. А в перспективе, когда он отрабатывает идеологию уже системного управления вечностью, он должен уметь управлять любым событием по своему усмотрению. Естественно, тогда он избирает, так как он идеолог вечного развития, всегда избирает помощь, видимо, в этом вопросе, да, себе, другим, и здесь уже становится управляемой вся реальность с точки зрения логики выбора решений. Значит, следующий уровень управления в построении пространства именно вечного развития, в пространстве вечности, то есть имеется в виду свойство пространства вечное, это есть умение выбрать
динамическое решение, которое зависит только от вас. То есть в динамике вы выбираете тот аспект, которым вы точно управляете. Вот как Бог, например, да, управляет всей реальностью. Он точно знает, то есть его знание это есть действие, и поэтому он управляет точно, то есть у него все управляем. А для практика, который действует так, как действует Бог, он должен, получается, что выработать совершенно однозначную линию развития любой динамической системы бесконечности. То есть это берется там, бесконечная какая-то величина, он должен как бы первым же импульсом сразу получить фактически устойчивое действие. То есть это некая такая специальная задача, напоминающая некий тренинг даже. То есть человек специально выходит на все бесконечное развитие восприятия и выискивает как бы некую динамическую систему, которая точно реализовывается в позитивном смысле. Сделать это проще всего, если человек видит, да, управляющее ясновидение, там, духовное видение. То есть надо успеть как бы развить дух настолько, чтобы дух, там, душа человека или даже свечение часто физического тела человека, чтобы эти элементы оптические были дальше события. Значит, третий уровень построения пространства вечности, то есть вечного пространства фактически, это есть наличие внешней точки контроля за событием, то есть распространение своего духовного действия на еще более высокий порядок, еще более быстро, чем бесконечная даже величина, чем даже бесконечная, может, так, ну, как бы в прямом понимании, скорость. А что может быть выше, чем бесконечная скорость? Это значит существование какого-то явления до начала действия, того действия, которое связано с бесконечной скоростью. Значит, получается, что так же, как делает Бог, Он же всегда существует, да, в любой точке. Значит, надо изучить внутренние свойства как бы души Бога, понять, как же Он существует в том явлении, которое как бы, связано с соседними явлениями. Вот все очень просто, здесь просто в логике получается, что Бог фактически как бы экстраполирует, развивает свою собственную сущность на пространство. Вот он, например, существует там, в физическом теле, у него есть соседние клетки, да? Нормально, обычные, такие, как у человека, например. И эти клетки-то существуют и в том случае, да, если он что-то делает, например, человек что-то делает, но организм же существует как бы независимо от его действий. Часто, скажем так, человек может подумать, да, про себя. И вот эта вот некая система предсуществования, то есть преддействия, фактически связанная с организмом человека, переводит структуру вечного пространства в организм человека с точки зрения вечного именно развития человека, вечного уровня жизни, то есть вечной жизни. Значит, следующий уровень формирования вечного именно пространства – это переток сформированного пространства, не в виде там, пространства, уже в виде информации, в организм человека, и тогда организм становится вечным. Значит, получается, что сформированная физическая реальность должна сформировать какую-то информацию. Например, там, человек ест фрукты, он использует материальную субстратную информацию планеты, да, например. В этом смысле питание – это есть информативный обмен, да, с системой внешнего мира. И тогда получается, что вместе со структурой питания, там, например, там, какой-то фрукт рос и взаимодействовал со всем уровнем мира, менялись события мира, и ведь они же действуют на любой элемент, да, на любое растение, например. И если какой-то фрукт съедает, значит, совокупная система событий отражается в системе обмена информацией. По логике, вот, что-то нарушить в информационной среде, фрукт, даже если он прорастет 5 минут, это бесконечное количество событий фактически. Ведь на определенном уровне информации количество событий становится бесконечным, потому что пространство бесконечно. Даже через секунду там события уже бесконечны, как только зерно, например, дало ростки. Да? И что-то оттуда вытащить из этого уровня управления и еще использовать за счет как бы, переработки управления, да, в уровень действия, это, в общем-то, специальная задача. И Бог ее решил таким образом, что Он сделал времена года, например, показать, что можно изменить систему. Да? Тогда получается, что мы можем сказать, да, мы можем изменить систему, но как Бог сделал? Бог сделал, что система смены времен года направлена на жизнь. Значит, если мы берем и там какой-то фрукт съедаем, при этом мы
рассматриваем структуру направления на жизнь в своих действиях, понятно, что это нужно для жизни человека. А вот если на всеобщую жизнь, именно аспект всеобщности, то получается, как только мы рассматриваем элемент переработки любой информации, мыслительной, там, не суть даже важно какой, по сути-то, в уровень бесконечного развития для всех, то мы получаем следующий уровень построения уже и пространства вечного, и времени вечного развития, где из пространства уже как бы вытекает время. Вот здесь даже видно, что она как бы проистекает, в общем-то, касается пространства и течет дальше, в независимой среде. Вот есть понятие река времени. Вот это видно, кстати, что это выглядит именно как вода, скажем, как река. И при этом вот это русло времени, если посмотреть, как оно определено, вот река, понятно, всегда стоит вопрос, а куда она течет, эта река, где вообще, как ее пощупать, да, например, то получается, что вот именно русло находится в первую очередь, кстати, в пространстве мышления человека, то есть это даже не физическое пространство. И когда мы начинаем рассматривать вот это движение этой реки, то мы видим, что русло, в принципе, имеет некую такую цилиндрическую систему. Хотя, если вот приближаться, ну, воззрением, например, там, ясновидения, так скажем, то прям видно, как бурлят волны, то есть время это как вещество просто. И здесь можно, например, там, взять и поймать, например, там, рыбу, да, какую-нибудь вечную. Значит, получается, что но в том-то особенность, собственно говоря, вот этой рыбы вечности, скажем, да, что если ее ловишь, там все равно та же самая остается. Вот особенность этой реки, да, свойства этого времени. А получается, что структура взаимодействия с этой системой, если углубляться, она должна быть такой, что в вечном времени время приходит и из минус бесконечности, да, то есть это же плюс-минус бесконечность. Значит, ваше действие заложено в само время. И получается, что бы вы ни делали в этой системе, вы все время находитесь в системе, ну, как бы все-таки своего управления. То есть вы находитесь в системе замкнутой. Ваше действие изначально было заложено в систему. А значит, вы как бы из внешней среды можете взять только характеристику динамическую, то есть можете воспринимать только как бы жидкостную фазу, ну, как бы влагу, да, так скажем. И, например, поэтому это и есть река, потому что в этой системе все внешнее выглядит как движение. Как я сказал, кстати, это очень просто вот, ну, увидеть даже, ощутить, так как из минус бесконечности там, в плюс бесконечность вся система как бы автономна, и что бы вы ни делали, получается, вы приходите к тому же. То есть вы здесь уже побывали, например, кто развит в ясновидении, если он смотрит долго на себя вперед, на свои события, то ему становится через какое-то время, может, даже скучно, он все время одно и то же как бы видит, да? Значит, получается, он как может определить структуру времени для себя? Как некое внешнее движение. Все статично, но какое-то же движение есть. Он либо его придумывает, либо он наблюдает глазами. Только потому, что он двигается. Ну, там, например, мой практический опыт там, личный показывает, что когда я все время, ну, по производственным даже часто вопросам, рассматривал вперед там, ну, самолеты и так далее, какие-то ситуации, потом приходил и все то же самое, вплоть до такой там царапины мелкой на этом самолете и так далее, то возникает как бы, ну, такая ситуация, если даже особенно засечь время там, и проставить, что в такое-то время там, в этом месте будет вот такой-то объект, и, например, я беру часы, смотрю точно в это время такой-то объект, именно такой, именно совершенно такой. То есть получается, что хотя уже там проходит длительное время, да, я даже делал так, я там выписывал, например, некую план-карту и просто проставлял, что в какое время будет, где я буду находиться, например, да. И приходил, да, но здесь вот есть как раз-таки свобода воли человека. То есть, когда можно прийти один раз просто проверить, да, например, да, это все совпадает вплоть до мельчайших подробностей, что в такое-то время такой человек повернется вот так-то, по таким-то углом, так и происходит. И получается, что так как эти явления, ну, скажем так, совершенно четко совпадают, возникает принцип свободы воли, да, человека. То есть тогда я могу, так сказать, я себе написал, но я могу туда не пойти. То есть фактически я просто-навсего, ну, сам расписал, сам и проверяю эту местность, да, скажем, и все. И вот здесь вот получается, что как раз-таки Бог уже в виде личности дает знание вечности, личности по смене решения. Вот если вдуматься в то, как вообще человек меняет решение. Перед ним есть
возможность все увидеть, вот эта вот структура времени, когда совершенно однотипно, значит, ну, то есть время всегда можно как бы использовать для подтверждения событий пространства, получается, если вот в логику перевести то, что я сказал, по проверке там событий по времени. Я же ходил по пространству потом и смотрел там на самолеты или еще на какие-то системы, да, внешнего мира. Получается, что здесь уровень, значит, именно действий в том, что личностный фактор как бы наплывает на человека в этом смысле. То есть можно видеть, что Бог — личность. И любое явление, которое вызревает перед вами, это личностный фактор проявления именно действия Бога. И когда вы начинаете уже взаимодействовать с личностью Бога, то тогда уже, естественно, вам становится понятным, почему так происходит в этом мире. Да? То есть почему можно видеть все вокруг, и почему, в принципе, это нормально, и человек со временем к этому привыкает. Но не в плане проверки, да, а в плане обычной жизни. То есть потом вот как бы привыкнуть и перейти на структуру обычной жизни, ну, что ли так, и так человек как бы все видит, да, я и так все время все события с детства, там, например, до мельчайших подробностей в прогностике видел, но тем не менее, когда я вписал там в протокол и убедился, что это вообще 1 к 1, например, да, соответственно, значит, получилось, что вот самый основной вопрос, это как бы вопрос, опять же, к тому, что вот если я выбираю решение, не иду в это место, да, я расписал, но не иду туда, я выбрал другое решение, то тогда какая разница, я могу в этот момент посмотреть в другую сторону, и опять все совпадет, да, это получается. И, значит, здесь вот именно структура в большей степени выявления личности Бога в этой системе. То есть здесь именно, вот именно диалог с Богом для другого человека, вот что он видит в том, что он видит какой-то сюжет, да, вот наплывает там структура какой-то физической информации, да, вот он где-то идет, ну как бы наплыв информации фактически. Если мы перейдем на волновую систему, то там микросистемы, ну как бы микромолекулярные, волновые, и любая плотная материя — это есть некий свет, некая информация, да. И вот этот уровень переплетения с информацией действия, с субстратом как бы истинного управляющего действия, получается, что в корне этого явления находится все-таки душа человека, где сосредоточена именно как бы фундаментальная, центральная система действия, некий центральный уровень управления. И вот когда человек начинает видеть этот центральный уровень управления, то есть видеть, что он может управлять системой, он может ее приблизить и управлять в этот момент, например, там, отдаленными системами. Например, ему надо сделать для кого-то оздоровление. Да, он взял, вышел в это управление, и все. Человек оздоровился другой. Можно, кому нужно применять на себе, если человек там полностью здоров, ну, или там абсолютно здоров, да, тогда он может изменять события и так далее. То есть нахождение в центральной точке управления за счет взаимодействия личность человека, личность Бога, и человек познает мир совершенно однозначно, то есть он видит будущее, да, в этом случае. То есть я сейчас показал, что как только есть личностное взаимодействие, человек может видеть, распознавать будущее. Ну, может быть, не обязательно так детально, там, может, это зависит от практики. Там, я, например, с детства все время смотрел, но не писал протоколов, да, и у меня, например, там опыт набрался. Ну, я так, к примеру, рассуждаю. А это как бы, или я так как бы всегда, например, умел, да, и, собственно говоря, это не вопрос даже умения кого-либо, ведь я же даю универсальную систему, и я знаю, что любой человек может находиться в этих же системах развития. И получается, что для человека не вопрос, в общем-то, стоит в том, чтобы что-то увидеть или что-то как бы проанализировать. Вопрос все-таки достичь вечного развития, да, для себя и для других, вот, при наличии определенного уровня знаний. Бог же вечный, значит, вопрос стоит в том, как личность Бога, значит, ну там, скажем, обладает такими технологиями, да, как она вечно развивается, например. То есть получается, что здесь Бог должен же, получается, какие-то методы реализовывать, так как он также и человек, он должен какие-то системы знаний там обобщать, знать и так далее. И получается, что здесь как раз-таки вот передача максимальных знаний, как от человека к человеку, от Бога к человеку, получается, что здесь вот элементом, что ли, внутренней сущности Бога, значит, является то, что Бог создал развитие человека именно за счет структуры рождения, ну, другого, да, например, человека.
То есть, когда рождается ребенок, то получается, что совокупное участие людей, родителей ребенка в действии, начинает влиять на время действия, на само время как таковое, и логическое время совпадает со временем как бы информационным, истинным, да, так скажем, временем, которое дает Бог. Вот начало рождения – это время, данное Богом. И получается, что в этом смысле мы начинаем видеть, что начало рождения ребенка – это божественный акт. Значит, получается, что раз ребенок родился, значит, начальный уровень, он имеет бесконечную систему развития. Значит, где-то находится уровень сопоставимый, то есть его вечная жизнь этого ребенка. И когда мы начинаем уже анализировать структуру событий и начинаем находить себя уже как бы логически, да, в этой системе связи, то получается, что мы можем совершенно четко разделить тогда, значит, что есть бесконечное время восприятия, и каким образом в этом времени существует бесконечное пространство. То есть мы воспринимаем будущее в первом, что ли, импульсе восприятия больше как бесконечное время. В этом случае, когда мы смотрим с точки рождения. И тогда получается, что значит, время как управляемая величина, в данном случае, мы можем сделать управление, в принципе, любым по времени. Мы можем решать свои задачи, работая только временем, исключая события из времени или там, увеличивая события во времени. Часто не фиксируя само событие, а просто сказать, что в этом времени происходят только такие события. Но мы же определяем спектр времени. И тогда получается, что исходя из такого управления, мы очень четко можем увидеть, где, например, в ресурсах организма человека находится некий генератор, так скажем, времени. Именно вечного времени. Потому что вечное время, с точки зрения человека, да, может быть только в самом человеке. То есть только так он может убедиться, что он вечный, когда он сам генерирует структуру времени. Значит, время вечного развития, вечной жизни находится в самом человеке. И существует, конечно, даже клеточная генерация, системная генерация этого процесса, так скажем. Когда человек начинает распознавать места генерации процесса, то, в принципе, он может мгновенно передать знания, может тем самым, сделав человека другого, фактически выглядит это так, что другой становится как бы мгновенно вечным, но перед ним возникает путь, а дальше он уже выбирает человек, идет он по этому пути или не идет, например. То есть Бог же так и сделал, он же сделал вечное развитие, но в отличие от действия человека, Бог дал не один путь, и Бог знает, что человек будет вечным. То есть, когда человек это знает, то он может другому помочь по этому пути пойти. То есть генерация вечного времени, то есть время вечности, время вечного развития, то, что генерируется человеком, выдается как система, часто, кстати, однозначных знаний. То есть, например, там, распознать какой-то самолет, что у него там нет проблем или есть какие-то проблемы, это, как правило, однозначное событие совершенно. И умение четко представить эту информацию другим, да, чтобы они успели ее освоить, это все-таки как бы один ряд событий. Там будущее многовариантно. Человек, если он знает будущее, выявляет события, но он даже ее доказать, что событие произойдет. А если оно спонтанно, как бы хаотическое, не связано с внешними причинами, а надо все равно объект спасти. Значит, следующий элемент действия времени вечности – это умение организовывать события, не связанные с текущим временем. Вот для чего между человеком и пространством и другими объектами существует какое-то пространство? То есть почему Бог мир создал так, что мир с ним не связан какими-то ниточками, да, физическими? Потому что вот как раз-таки здесь выявляется дискретность в событийной форме. Мы должны уметь систему переводить в структуру действий, то есть управлять системой мы можем, да? То есть развитие заложено в то, что система может быть не связана с текущим временем, логическим образом, или даже вообще никак. И получается, что, например, в самолет попадает какой-то предмет, да, но он же сейчас находится на сотни километров, например. И знать, что эта линия существует, можно только, если мы время того события на уровне логики придвинем сюда, получается, да? А потом нам надо еще уметь распознать пространство, что
пространство действия, ну, то есть я сейчас детализирую систему управляющего сновидения, фактически духовного видения, по сути, как это происходит в логике процесса, так скажем. А физическое пространство должно быть таким же, как человек вот, ну, там, смотрит на любой объект реальности глазами физическими, и он точно убежден, что да, так и есть. А как залезть, например, во внутреннюю структуру каких-то деталей, там, значит, надо рассмотреть это как на неком уровне там, агрегатного стенда, да? То есть очень много как бы наплывающих событий разных уровней. Физическое пространство, там, стендовое пространство и так далее. Значит, получается, что следующим уровнем развития времени и вечности это интеграция, то есть объединение пространственных форм. Разные пространства должны быть в одной точке, ну, то есть унифицированы, чтобы распознать действие будущего. И тогда получается, что значит, в этой позиции время это как бы элемент, который обозначает фактически свод пространства в некий сток. То есть пространство стекает в точку какую-то, получается, чтобы оно было управляемо, да, чтобы было знание об этом пространстве, что в пространстве, какие события произойдут. И, значит, раз так, то понятно, почему Бог ну, создал мир так, да, что Он сам, как единый Творец-Создатель, существует в одной точке. Потому что с этой точки зрения, чтобы контролировать события, да, все пространственные формы должны стекаться в одну точку. И поэтому получается, что там, например, верующие люди, все, значит, система фундаментальной веры построена на обращении к Богу к единому уровню. Потому что это правильно, так и есть. Пространственные формы, где бы ни находились люди, они передают форму в единый, ну, он и источник одновременно, он же их создатель, не только сток. То есть фактически человек сам организовывает действия, получается, вот логики. Раз они передают действие источнику, то получается следующее действие – это действие человека. Значит, Бог предоставил возможность следующего действия как действие открытого, то есть это открытая система. Например, я иду и вижу все то же самое, но что я, например, рассмотрел до этого и вписал в листок, но тем не менее же от меня происходит какой-то свет, который, ну просто как от любой личности, да, значит, который формирует какую-то иную информацию, кроме того, что я там расписал. Я же сам, по крайней мере, уже прошел в этом месте. Я же что-то делаю, да, и получается, что раз я там нахожусь, я сам принял решение, и сам же там смотрю на этот листочек, и все это совпадает, значит, это делаю я. И получается, я прихожу к системе полного управления с точки зрения логики, это все-таки управление, то есть умение получить то же самое, это все равно управление. А с точки зрения, ну, например, там, системы там, духовного развития, если человек долго занимается практикой духовного там, прозрения, он может считать, что это просто духом он просветил события, и они, например, совпали. Да? Но все равно это управление, это все равно фактор действия человека. И вот здесь происходит объединение личностного контекста времени, да, например, личностного контекста действия и Бога, и человека. И здесь мы начинаем видеть, что физическое пространство – это есть элемент, который несет в себе, ну, так скажем, некое свойство, даже, так скажем, конкретную компоненту живой величины. То есть пространство начинает оживать, да, так скажем. И как только мы привносим данную величину в структуру пространства, вот тогда вечность пространства ну, начинает быть закреплена на жизни как таковой. То есть пространство – это следствие жизни. И когда мы до этого уровня начинаем, ну, развивать свое, да, сознание, то в точке уже как бы развитой волны сознания, там, где мы видим наплывающее, то есть развивающееся пространство, мы видим, что это и всю жизнь, которая идет к нам с помощью там, и так далее. Почему существует жизнь, например, на планете, да, там, где есть люди. Если, например, взять и там, послать человека на ту планету, где нет признаков, ну, как бы биологической, скажем, формы жизни, то через какое-то время форма человека начнет создавать эти признаки. И получается, что мы видим человека тоже как некий приемник, так скажем, да, жизни. То есть внешняя система – это и жизнь для человека. Если мы распознаем в этой системе информации то, что человеку требуется, то он может жить, в общем-то, фактически возобновляя полностью ресурс вот этого отдаленного будущего, система полного возобновления ресурса
любой планеты, любой цивилизации, в общем-то, любого управления. Потому что там происходит так же, как делает Бог, он же создал мир, но он же там какими-то электрическими батарейками его не подпитывает. И получается, что исходя из системы, например, возобновления ресурса за счет познания, за счет выделения структуры жизни в вечном пространстве, да, и вечном времени, можно, кстати, излечивать, причем так, на любом расстоянии достаточно много людей, иногда очень большое количество, в разных даже регионах, если точку правильно переместить управление. То есть здесь просто как вот, ну, скажем, в системе ориентации различных систем, значит, брать, предположим, там гидрокомпас там, или брать, предположим, в аэронавигации используют специальные системы навигационные, которые очень точно ищут точку, да? Значит, и вот как только эта точка попадает в систему там, действия различных проекций, то точка начинает быть реализована для всей системы. И самолет, например, да, и пространство и так далее. Ну, как правило, это иногда многосложная, иногда какая-то упрощенная система. И получается, что мы сейчас, особенно за счет средств электроники, за счет там, радиоволн, там, сканирования внешних предметов, мы можем видеть, что если мы начинаем эту точку искать вот, по типу ну, некого такого сбалансированного состояния вещества, то мы через какое-то время видим, что точка как бы сама начинает производить пространство как таковое. То есть мы начинаем видеть, что существует пространство в чистом виде. И тогда мы попадаем на ту же, ну, практически платформу, да, как вот действует Бог. Он вечное количество лет находится на платформе фактически вне времени, по сути. А в этой технологии можно, по крайней мере, там, наступить на какое-то время на такую же платформу, и тогда управляемость мира становится практически полной, с точки зрения логики познания, так скажем. То есть можно познать любую систему. Не то, что там какая-то дорога может повлиять и там асфальт улучшится. Это просто не нужно делать, логически даже. А просто открывается система познания абсолютного как бы типа, да, или приближенная к типу абсолютного знания. То есть вы можете любую систему познать. А раз так, то получается ограничений в вечном развитии у вас же нет тогда. Тогда все зависит только опять от цели. То есть зачем вы там оказались? Там, ну, можно там оказаться и продумать, как вообще улучшить рост дерева, например. Да, ну хорошо, улучшили рост дерева, а дальше что, да, и так далее. А вот дальше ситуация такая, что когда вы идете туда с именно мыслью, там, с идеей или, там, скажем, задачей даже, может, это не идея, а просто задача вечного развития. Потому что считать, что это идея именно вечного развития, это как будто бы что-то искусственное. На самом деле человек изначально вечный. Просто он должен эту задачу реализовать. Идея как таковая существует в том, что Бог вечен. Даже это не идея, а как бы практика мироустройства, так скажем. Если анализировать фундаментально мир, то основные законы, практически все даже, можно вывести из именно структуры вечного развития. Вот, значит, человек приходит туда именно с этой задачей, а это прагматичная достаточно величина, это как бы событие такое простое, в общем-то, в понимании, что это дает человеку, да, например, как он там будет реализовывать себя. Так вот, когда он ставит задачу развития уже перед тем же самым растением, о котором, вот я сказал, как в примере, там, можно улучшить именно жизнь растения, но вот если он ставит задачу любому объекту информации именно в вечном развитии этого объекта, то фактически он тогда в корне решает любую проблему, включая свои. То есть получается, что к корневому, ну что ли, более точному, да, получается, решению своих проблем я пришел в той точке, где человек вообще делает для всех объектов информации, делает структуру вечного развития. Логически ведь так и есть, чем больше человек всему миру дает, ну, максимально, что ли, созидательных знаний, правильных в его сознании, тем он больше получает от всего мира пользу. Ну, это не выглядит, правда, кстати, как обратное действие. Это просто познание системы мира. Другой элемент реальности, он может быть спасенным, но об этом не знать, что это сделали вы, там, и это и вам, в принципе, не надо человеку. Нужно просто жить вечно, учить жить вечно. Значит, получается, обучение жизни вечной, то есть передача информации о вечной жизни, это есть элемент времени, опять же, да, надо же за какое-то время передачи информации. И получается, что, вот, например, чтобы там, ну, сделать какое-то излечение, да,
или решить какой-то событийный уровень, нам нужно видеть, что мы передаем структуру информации во времени, и получается, мы сами создаем форму времени в этом действии. Потому что мы, когда передаем, мы же что-то думаем в плане там, траектории передачи информации, какие-то существуют геометрические линии, в конце концов, человек, если он там, ну, там купается в реке и плывет, или там взял ведро воды, пронес в другое место, почему я говорю о воде, это сопоставимая субстанция, да, то это тоже некое время движения, то есть если воду воспринимать как время, то движение, перенос этой воды – это целая группа событий. Вот, кстати, здесь вот именно возможно видеть, как происходит, ну, как бы хаотичное действие в событиях. Перевоз на какое-то расстояние этой системы, там, если надо будет провести эту систему, да, это совсем другое действие, нежели там пронести в руке там, это ведро, да, с водой. И получается, чтобы здесь выправить ситуацию, нужно бесконечное время, чтобы ситуацию видоизменить с точки зрения системных событий прошлого или каких-то разовых событий прошлого, если вы сдвинули структуру временных аспектов, то есть ваше мышление, ваши действия, и вы даже при пролонгации событий в пользу, да, не рассматриваете всех систем. То есть здесь всегда нужно рассматривать все системы. Например, из реки времени берется два ведра времени, ну, два куска каких-то, да, вытаскивается. И мы хотим посмотреть, а что за свойства этой системы. То есть, ну, где вообще пространство времени, на чем оно базируется, почему там эта река куда-то не сливается, да, почему вода не разливается, ну, как в космосе, например, если нет никаких берегов. Так вот, изучить свойства можно очень просто. Взять два отдельных объекта и посмотреть, что хаотичный уровень событий происходит от взаимодействия двух вечных объектов. Ну, как бы хаотично. То есть уровень событий, который может вызвать дальнейшую аналитику, необходимую в том плане, что человек понимает, что ему, в принципе, необходимо даже вечно развиваться. То есть элемент необходимости возникает из уровня предшествующих событий. А предшествующее событие очень, очень простое. Человек раз появился, уже было предшествующее событие. Все. Значит, получается, что у него возникает необходимость вечного развития. Это просто я, на самом деле, здесь, в общем-то, рассматриваю какие-то конкретные величины, а показываю уже как выводы. Поэтому каждый в своей жизни может увидеть конкретные события и увидеть, что на определенных уровнях, казалось бы, вообще часто таких небольших событий, но, правда, конечно, таких, что человек старается там кому-то помочь, возникает задача вечного развития, именно задача. И она, как правило, выражена, олицетворена именно конкретными личностями, конкретными какими-то событиями. Вот когда задача события начинает, ну, там, визуализироваться, да, быть выявленной, то возникает следующее свойство вечного пространства и времени вечного развития, что с точки зрения прошлого, вообще некоторых аспектов прошлого и так далее, это есть очень устойчивая система, которая позволяет видеть, что преодолев хотя бы раз какое-то событие, которое вам, может быть, рассматривалось как сложное событие, или, может быть, не какое-то неоднозначное, необычное событие, и вы смогли получить свой результат, есть очень системный вывод, что всегда можно получить желаемый созидательный результат. Значит, пространство времени, так скажем, вечного и само вечное пространство, как таковое, физическое имеется в виду в том числе, значит, именно характеристики вечности, это умение таким образом рассматривать события, что мы можем из одного факта, что вы в прошлом хоть раз что-то преодолели, любой человек преодолел, он родился, да, уже есть некое преодоление, считается. И тогда, получается, он системно всегда достигает бесконечного вечного развития. Таким образом, я вот сейчас описал, скажем, некоторые свойства именно пространства вечного развития, пространства вечного, фактически как такового, времени вечного развития, и синтегрировал, то есть объединил эти два явления, показал, что по сути у человека всегда существует возможность системного вечного развития. Хотя, в общем-то, ну, на определенной, так скажем, скорости, часто даже большой, сейчас я некоторые процессы показывал быстро, специально, чтобы слова и процессы часто совпадали в управлении. И поэтому получается, что здесь, хотя слова должны, конечно,
нести и свою управляющую системную, да, роль, но тем не менее, когда производится управление, есть уровень совпадения слова и действия. Слово означает действие. Поэтому некоторые вещи я проговаривал и делал быстро. А можно это спокойно рассмотреть, как есть пласт времени, как, например, действует пласт пространства, и получать тогда системное управление, где обязательно у человека свершится то созидательное, что он хочет, и именно, кстати, в вечном развитии. То человек и в этот момент живет вечно, и точно уверен, что он в будущем будет жить вечно. То есть вот такой аспект в этом управлении четко выявляется, его можно реализовать. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.